настоящее время в Российской Федерации проживает более 20 миллионов мусульман. В бытность Советского Союза уровень взаимоотношения СССР со странами исламского мира носил стратегический характер. Понимая важность исламского фактора, в современной России была учреждена должность постпреда России при организации исламского сотрудничества. Однако современный уровень взаимоотношений России со странами исламского мира далек от того, что было во время коммунизма. Нужно ли сегодня России укреплять сотрудничество и партнерство с исламским миром? Спросим у прохожих прямо сейчас. Да, конечно. Ну, во-первых, будет продвигаться туризм. Очень хорошо для страны, это будет прибыльно. Я думаю, да. Ну, мне кажется, совсем нужно укреплять, хорошие отношения держать. Это лишние возможности не только для каких-то политических моментов, но и для обычных граждан. Все люди должны жить в мире и согласии. Ну, конечно, у нас многофункциональное государство, поэтому обязательно надо укреплять с исламским миром. А на основе чего? Взаимопонимание, уважение религий. Друг другу уважение. Обязательно надо. Я считаю, что это необходимо, потому что, как бы там ни было, сейчас много всего происходит в стране, и мы часто слышим нападки со стороны других государств на исламское государство. Я не считаю, что это есть хорошо. Налаживать отношения надо. Они такие же люди, у них своя вера, свои взгляды, и мы должны принимать всех. Я так считаю. Я думаю, что нужно. Ну, в принципе, они должны налаживать партнерство со всем миром, и в том числе с исламским. Если простые, то да. А если террористы, то сотрем в порошок без боя. Я считаю, да, потому что Россия исторически была всегда в партнерстве с мусульманским миром. Возьмем Иран, вот, такой мощный партнер был. Ну и в России проживает большое число мусульман, поэтому, ну, я считаю, это просто необходимо. Нормальный, здоровый диалог, ну и найти общий язык, самое главное. Потому что диалог может быть, но общий язык не найден. Ну, мое субъективное мнение. Ну, смотрите, я думаю, что вот в мусульмане довольно хорошо. Типа, но у них слишком традиционное общество, поэтому союз можно заключить, но не такой близкий, потому что русские традиции должны оставаться русскими, да, а мусульманские должны оставаться мусульманскими. И я не хочу, чтобы никто не испытывал нетерпимости друг к другу. Ой, вы знаете, вообще в это не вникаю, если честно, никогда. Ну, мне кажется, дружба – это неплохо. В принципе. А вот уже в подробности, конечно, ну, это уже политика. Ну, я думаю, что все должны жить дружно, но чтобы не было никакой вражды, и я думаю, что это должно быть всегда. Даже это, ну, как бы даже не обсуждается, это должно быть, конечно. Однозначно, все мы соседи, как говорится, должны в мире жить. Вот так. Я не знаю, я не политик, у нас на это есть определенные люди, которые сидят в вышестоящих или стоят в кругах, и не знаю. Я думаю, да, потому что именно нации могут жить крепко, а вот веры иногда могут ссориться между собой. Поэтому я думаю, если Россия захочет объединиться с мусульманами, то никто, наверное, против не будет. Я считаю то, что России по-любому нужно укреплять свои партнерские отношения с мусульманскими странами, потому что, как мы можем проанализировать экономику таких мусульманских стран, как Арабские Эмираты, да даже взять, если Турцию, то эти страны экономически очень сильно развиваются, поэтому, да и вообще мусульманский мир, он очень сильно развивается сам по себе. Давайте даже посмотрим на Европу, и она сейчас на самом деле так сильно заполнена мусульманами, поэтому я считаю, что в дальнейшем будущем сейчас эта инвестиция
для России будет очень полезно и своевременно, если она начнет сотрудничать с этими странами и, в частности, с мусульманами. Ну, конечно, потому что мусульманский мир самый такой преданный мир, самый порядочный мир. Путин об этом сам знает, потому что в России много мусульмане живут. Он тоже на днях пресс-конференции сказал про Турцию, про президента Эрдогана. Если слово дают, сдерживает свое слово. Так что Россию очень выгодно и политически, и экономически. Мусульмане никогда не передадут и не продадут. Скорее всего, укрепить стоит во избежание дальнейших каких-либо конфликтов, потому что сейчас ситуация достаточно обостренная. Я думаю, стоит укрепить. Конечно же, да. Весь мир должен быть единым. Все должны дружить с друг другом, иначе будет, войны и смерти. Это плохо. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@olive.tv.